В рамках программы помощи пострадавшим в результате артобстрелов города Донецка представители общественно-политического движения «Новороссия» Мирослав Руденко и Евгений Орлов посетили выдающегося человека, ветерана Великой Отечественной войны, председателя Донецкой областной книги памяти Ивана Ивановича Кулагу, квартира которого пострадала от разорвавшихся неподалеку снарядов. Мы сегодня находимся в квартире Ивана Ивановича Кулаги. Да? Пострадала квартира примерно еще месяц назад, но, к сожалению, обращения в городские исполнительные службы, коммунальные службы не принесли результата. Стекла разбиты, сегодня уже холодно, да? И дедушке 93 года, естественно, тяжело жить. Общественность, гуманитарный батальон «Новороссия», понимая, что дальше тянуть с решением нельзя, вот приняли себе решение, мы сегодня застеклим эту квартиру, и начало отопительного сезона фактически будет готово. Из-за непрерывного обстрела города окна в квартире ветерана практически отсутствуют и требуют неотложного ремонта, а впереди холода. Не получив надлежащей помощи от коммунальных служб, пенсионер решил обратиться к руководству общественно-политического движения «Новороссия». И уже через несколько дней ремонтная бригада вместе с представителями ОПД «Новороссия» наведалась в гости к ветерану. Как объяснил нам один из лидеров движения Мирослав Руденко, мы не могли не ответить на просьбу Ивана Ивановича, этого выдающегося человека, патриота родного края. Иван Иванович Кулага, председатель Донецкой областной книги памяти, он тот человек, который хранит нашу историю, память о Великой Отечественной войне. И он был одним из немногих в феврале месяце этого года, который на совещании по патриотическому воспитанию молодежи при облгосадминистрации сказал, что с этим Майданом вы еще наплачетесь. И сказал, что надо срочно принимать меры. И собирался создавать особую комиссию, особые органы в школах для того, чтобы заниматься патриотическим воспитанием молодежи, чтобы бандеровская пропаганда не промывала им мозги. Но, к сожалению, тогдашняя администрация не поддержала эти инициативы, и буквально через короткое время начались известные всем события на Майдане, государственный переворот. Но вот Иван Иванович Кулага, он очень много сделал для сохранения памяти. Многие памятники, в том числе и на Саур-могиле блоки памяти, стоят благодаря ему, в том числе и в Святогорске, в том числе и памятник в Ольховатке, там, где был совершен подвиг Уткиным комбатом, которому оторвало руку, но он повел солдат в атаку. В том числе большую работу проделал Иван Иванович для восстановления сведения о подвиге шахтеров под Одессой. И тысячи имен дончан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, он смог восстановить, его исследователи нашли в архивах, у него очень дружный коллектив. И вот благодаря таким людям, как Иван Иванович Кулага, мы на Донбассе и сохранили память об истинной истории, об истинных наших героях. Огромное ему спасибо. И вот сейчас, благодаря усилиям общественности, благодаря слаженной работе общественности Донецкой Народной Республики, гуманитарного батальона «Новороссия», здесь сегодня удалось восстановить стекла, которые выбиты в результате атак украинских карателей. Как вы видите, украинские каратели не щадят никого. Ивану Ивановичу Кулаге сегодня, в сентябре месяце, исполнилось 93 года. Правильно? Долгих лет ему жизни, здоровья, творческих успехов и вот сил все это совершить, потому что у него очень большие грандиозные планы. Как вы слышали, он будет еще издавать книгу. Вот, он заботится о живых наших ветеранах, собирает их регулярно. И я верю в то, что молодая республика также будет заботиться о нашем поколении наших фронтовиков, которые прошли эти фронта. И, к сожалению, конечно, вот теперь они свидетели нового неонацизма. Но я также верю, что они же станут свидетелями и новой победы. В квартире Ивана Ивановича довольно уютно. Повсюду стоят книги, висят картины. На полках можно увидеть архивные документы, которые позднее лягут в основу новых книг. Иванович – это соавтор вот всех этих книг. Видите, то есть книга памяти Донецкой области 27 томов вышло. Видите, вот огромная работа. Ну, всего 54. Всего 54? Да, это часть здесь. Понятно, это понятно. на погибших воинов. Вот, видите, какая работа была проделана. То есть, и этот человек, он должен работать. Он должен работать и должен передавать свои знания дальше молодому подрастающему поколению. Кстати, Иван Иванович, он курировал такое мероприятие огромное областное, как вахта памяти, когда ребята писали работы о героях Великой Отечественной войны, и потом был ежегодный слет поисковых отрядов. И вот там выступал Иван Иванович вместе со своими соратниками, с
с седыми воинами-ветеранами и поздравлял нашу молодежь и передал им традиции. И то, что вот Донбасс встал и поднялся, это во многом заслуга вот таких вот людей, тех, кто сохранил нам память о Великой Отечественной войне. Мы с Ярославом Владимировичем поставили цель установить имена погибших воинов-земляков, 250 человек, призванных в июле 1941 года и погибших 23-24 августа под Одессой. Большую работу исследовательскую провел значит, в различных архивах. Но мы достигнем своей цели. У нас есть возможности. Памятник воздвинут под Одессой. Но ни одного имени еще неизвестно. Мы установим. Кулага Иван Иванович был удостоен многочисленных наград за ратные подвиги. Он и по сей день продолжает свою борьбу, сменив автомат и форму на перо и чернила. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, поставим задачу перед подрастающим поколением уметь любить Родину и воспитывать патриотизм. И учитывая создавшие обстоятельства на сегодняшний день и обстановку, значит, здесь нужно каким-то образом перестраивать и работу по патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Значит, действительно, как же можно понимать, уничтожают жилье, гибнут дети, значит, и вдруг, значит, поднимают вопросы правители наши, воспитывают людей любви к родине. Ну где-то какое-то сопоставление, держат понятие о патриотизме, когда уничтожают и общественные здания, жилые дома, гибнут люди и дети. В этом нужно нам перестраиваться, чтобы действительно люди, наши подрастающее поколение, любили Родину в этом отношении, ценили. Вот так. Благодаря помощи руководства ОПД «Новороссия» Иван Иванович сможет продолжить свою работу, и мы еще не раз услышим о его книгах. Мы благодарны общественности за ту работу, за живой отклик. И вот так вот всем миром мы надеемся, что мы сможем справиться с той бедой, которая пришла к нам, незваной бедой, и максимально восстановить разрушенное жилье, разрушенные объекты с помощью общественности и государственных программ в будущем. То есть вся эта работа будет на контроле, и мирная жизнь будет налаживаться. Мы надеемся, что примеру Мирослава Руденко и Евгения Орлова последуют другие общественные организации, и вместе мы сможем восстановить наши города и села. Дмитрий Русский, Никита Бессонов, специально для Новороссия ТВ.